Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В течение нескольких дней новость потрясла азербайджанскую СМИ. Отмечается, что в тюрьме был убит убийца вора в законе Надира Салифова Хаган Зейналов по прозвищу Хан Ахмедлинский. При каких обстоятельствах произошло убийство, не уточняется, а день, когда вышла новость, совпал с днем рождения недавно вышедшего на свободу криминального авторитета Руфо Генджинского, которого короновал покойный вор в законе Равшан Ленкоранский. В прошлом году в эту же дату, то есть 10 апреля, в фитнес-зале одного из жилых комплексов в Москве киллером был убит вор в законе Альберт Генджинский. Сторонники Лоту Гули отметили, что Руфо Генджинского каждый год ждут такие неприятные сюрпризы на его день рождения. Причиной тому стала многолетняя вражда его и его крестника Равшана Ленкоранского с Лоту Гули. В 2016 году, после убийства Равшана Ленкоранского, и в 2018 году, после ареста Хаджи Бейлаганского, для контроля за рынками в Москве их заменил Альберт Рыжий. Но вскоре после того, как 10 апреля 2021 года Альберт был убит, стало известно, что он также был причастен к убийству с Лоту Гули, и поэтому был убит в результате заговора с целью мести. Это был неприятный подарок на день рождения Руфо, который находился в тюрьме. Через некоторое время вышедшему на свободу Руфо Генджинского в Москве оказали всестороннюю поддержку родственники покойного вора в законе Равшана Ленкоранского, чтобы он не покинул территории России. Руфо сразу начал заменять Альберта Рыжего. Но его комфортное проживание в Москве стало непонятным для многих. Потому что в 2019-м президент Владимир Путин подписал закон, который дополняет Уголовный кодекс статьей 210. «Одно занятие высшего положения в преступной иерархии». Со дня вступления закона в силу многие воры в законе покинули Российскую Федерацию. Некоторые из них уже отбывают наказание по этой статье в исправительном учреждении. Поэтому многие криминальные авторитеты не признают Руфо Генджинского как вора в законе. По нашим данным и по словам источников криминальных кругов, новости об убийстве Хагана Зейналова в тюрьме не отражают никакой правды.